Вот я помню, однажды выпил целый флакон серебристого ландыша. Сижу и плачу. А чё плачу? Потому что маму вспомнил. Вспомнил, не мог забыть свою маму. Говорю, мама, и плачу. Потом снова говорю, мам, и снова плачу. Другой бы, кто поглупее, так бы сидел и плакал. А я выпил целый флакон сирени, и, вы знаете, слезы обсохли. Дурацкий смех мной владел, а маму даже забыл, как звать по имени и отчеству. В мире компонентов нет этих эквивалентов. Так говорили старые алхимики. Ландыш серебристый – это вам не белая сирень. Не смешон тот, кто, приготовляя дух Женевы, в средство от потливости ног вливает ландыш серебристый. Послушайте точный рецепт. Белая сирень 50 грамм, средство от потливости ног 50 грамм, лимонад 150 грамм, политура очищенная 200. Ну, я не буду объяснять, как очищается политура. Каждый младенец знает. Вот у нас в России никто не знает, от чего умер Пушкин, а как очищается политура, все знают. Все говорят Кремль, Кремль. Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел. Сколько раз уже, 1000 раз, напившись или с похмелюги, проходил по Москве с севера на юг, с запада на восток, из конца в конец, насквозь и как попало, и ни разу не видел Кремля. Вот и вчера опять не увидел, а ведь целый вечер крутился вокруг тех мест, и не так, чтобы очень пьян был. Вот счета. О, эфемерно, все самое бессильное и позорное время в жизни моего народа, время от рассвета до открытия магазинов. Я покажу вам палату, в которой находился Ерофей. В этом отделении находятся больные, склонные к злоупотреблению алкоголя. При поступлении он был в состоянии тяжелой алкогольной интоксикации. Состояние он был тяжелое, повторяю. Постепенно поправился. В отделении вел себя очень скромно. Никто из окружающих, ни больные, ни сотрудники не знали, что он писатель. Я где-то встретил его в 73-м или 74-м году. Что вы делали? Пили. А вы помните его коктейль? Поцелуй комсомолки. Поцелуй тетя Клавы. Наливаешь весолик, тройного одеколона и 100 грамм водки. Размешиваешь все это сиреневой палочкой. Да. Все это размешиваешь и с бухом выпиваешь. Et confirmate, Chrismate Salutis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Аминь. Веня привел меня к религии. Он мне в первую же буквально нашу встречу, он мне подарил маленькое Евангелие от Иоанна.
кстати, лондонское издание. Он всех нас как бы преобразил, как бы дал нам вот ту закваску Евангелия. Хотя сам он крестился буквально года 2 назад, принял католическую веру. Он всегда говорил, что он крестится как Константин, который крестился перед самой смертью, чтобы так вот праведному отойти, принять крещение, очиститься и перейти в мир иной. Здесь живет Ерофеев? Здесь живет Ерофеев. А на котором этаже? На 13-м этаже, 78-я квартира. А он известен в этом доме? Известен теперь. Почему? Раньше не был известен, а теперь известен. Книгу у него какой-то вышла, я не знаю. Я не читал его книгу. По московскому не писать. Почему? Много очень пьет. Очень много пьет и сейчас пьет. Друзья подкинули мне его как котенка. Посидели вечер, сами ушли, а его оставили на лестнице. Ну вот я выхожу, говорю, ну что же вы сидите на лестнице? Входите. И он вошел. И так и остался. Он не жал, что ваша жизнь получилась так, как она получилась. Совсем пиздец. Если вам жаль, что так ваша жизнь получилась. Да нет, жизнь получилась такой, какой она получилась. Мне наплевать. Все идет как следует. Если хочешь идти налево, Венечка, иди налево. Я тебя не принуждаю ни к чему. Если хочешь идти направо, иди направо. Я пошел направо чуть пока. Never mind, I said to myself. Never mind. Everything's as it should be. If you want to go left, Benny, then go left. I'm not forcing you to do anything. If you want to go right, go right. I went right, swaying slightly from cold and grief. That's what did it, the cold and the grief. What's it made of, that heavy load which does not dare give its name? 2 parts paralysis to 1 part nausea? Is it nervous exhaustion, or a mortal anguish somewhere near the heart? Never mind, I said to myself. Put your collar up against the wind and keep going slowly. And then take very, very shallow breaths. That way your feet won't keep catching on your knees. And go somewhere. Never mind where. If you turn left, you'll end up at Kursk Station. If you turn right, you'll still end up at Kursk Station. So turn right, just to make sure. I really ought to find a column to lean against, then I won't feel so ill. But of course, Benny, of course, someone sang out high above my head, so very quietly, so very tenderly. Close your eyes a little, and then you won't feel so ill. I know you. You are the angels of the Lord. It's you again. Of course it's us. Again, so very tenderly. You know something, angels? What? I feel terrible. You know you do, the angels sang out. Walk about a little and then you'll feel better. It's only half an hour to opening time. Of course, you won't be able to get vodka before 9, but they'll have some red. What? Red wine? Red wine, responded the angels of the Lord with the song. Nice and cold, but of course. I got so excited. Наливаем не более 50 миллилитров. Берем фужер в левую руку и держим таким образом, чтобы и сообщить вращательное движение фужеру, и немножечко согреть жидкость, находящуюся в фужере, водку. Нюхая изделие, мы определяем его аромат. В рот берем небольшой глоток. Для определения вкусовых качеств изделия служит наш язык. После того, как попробовали изделие, закусываем яблоком.
Оставшиеся изделия сливаем. The glass I'd emptied steamed somewhere between my belly and my guts, now rising, now falling. It felt like Vesuvius, Herculaneum and Pompeii, like the May Day gun salute in my country's capital. And I suffered and prayed. И социальная деградация, и все психические расстройства. Во всей книге прослеживается, так сказать, клиническая картина алкогольного заболевания, которая, в общем-то, является классической. Москва-Петушки – это великолепная вещь. Это описание действительно советской действительности. It's easy to satirize, yeah. It's easy to be, to be cute and funny about the Soviet reality because it's so absurd. That's the easiest thing to debunk it. Well, however, I realized that it wasn't so much the purpose of Yerofeev in the book. Well, his purpose was indeed to release the voice, yeah. Внимание, внимание! В 9 часов 16 минут и 4-го тупика отправляется поезд до Петушков. Остановка, Pietushki is the place where birds never cease singing day and night, where the jasmine blooms winter and summer. Original sin, which might well have occurred, doesn't burden anyone there. In Pietushki, even those who spend weeks legless have a clear and fathomless gaze. It's at Pietushki that every Friday at 11 o'clock precisely, that girl with eyes of white turning to whitish, that most beloved of tarts, that she-devil with the flaxen hair, meets me on the platform. What have I left behind? A pair of dead socks, government-issue trousers, a pair of pliers and a rasp, a pay advance and expenses, that's what. What am I coming to? What is on the platform at Pietushki? There on the platform are foxy eyelashes lowered, and a swaying of shapes and a plait from neck to arse. And after the platform there's vodka and port, transports and paralysis, delights and spasms of joy. Он не имел ни дома, ни семьи, а в Петушки, куда он приезжал? Да, он приезжал туда. Это не был дом? Это не был дом, они там пили, то есть пила вся деревня, между прочим. В Петушках его ждали. Вот мы здесь находимся на трассе Москва-Пекин, где находится столица наших странствий, город Петушки. Кроме питья здесь, пожалуй, делать нечего совершенно. Ходили, утром вставали. В одной деревне, если не было водки, шли в другую деревню. Если в этой нет, так шли в третью. To see her on that platform with her plait from arse to nape, to feel the flush of excitement, to feel the fire and to get drunk and then graze among the lilies until I've had so much that I am weary to death. Bring me necklaces and bangles, silk and velvet, diamonds and pearls. I want to be robed like a queen because my king has returned. Цветет ли в Петушках жасмин? К сожалению, я не могу ответить на этот вопрос, цветет ли у нас жасмин. Вот, я не знаю. Ну, Ерofeev, во-первых, как алкоголик, значит, нашим жителям, наверное, не понравился. И в то же время это человек, который пишет сегодня для, значит, жителей, и в том числе для жителей района, о том, что вот на его примере нельзя учить, что ли. Нельзя... В
приехали в Москву с Кольского полуострова со золотой медалью, окончив школу на отлично. Я приехал, как только мне было 16 лет, как дуралей, и очень хотел поступить в Московский университет. То, что он тогда приехал с севера и попал в университет, это его спасло. За полярным кругом там голод был, ну, я не знаю, как можно говорить о голоде, больше, меньше, но сильнее чувство голода, видимо, было. А вот даже такая ужасная трагическая ситуация, в которой оказалась его мать. Когда отца забрали в 46-м году, и не полагалось продовольственных карточек, а детям продовольственные карточки давались. И у матери получилась такая ситуация, в которой она оказалась, так сказать, лишним ртом. Она оставила их, она уехала. И их разобрали в детские дома там. One wants to get a view from all sides of this beautiful structure, which the Soviet people call the Palace of Science. The students gather in the university lounges. Students and the teaching staff are ensured a tasty meal in their refectories. Я думал, что это храм науки, который был подсвечен в 1955 году. Я пошел направо, налево, делай. И все такое. Я подумал, куда, может, я не туда попал. 106 lifts will bring you rapidly to any floor. Left and right of the central section are 6,000 separate rooms for the students and postgraduates. Sunlight pours into each room of the building through 18,000 windows. Я стал читать Лейбница, а уже во-вторых стал выпивать. Ничего страшного. А что Лейбниц имеет общего с питьем? С поиском истины. Для чего глупый человек? Everybody swings into a waltz. И как покончила ваша карьера на университете? Там очень просто. Я просто перестал ходить на военные занятия. Я сказал, нихуя я на ваши военные занятия ходить не буду. Наш майор сказал, Ерофеев, самое главное в человеке это выправка. Я говорю, эта фраза не важна. Это фраза Германа Геринга. И, между прочим, его в ноябре 46 года повесили. И вот с тех пор началась ненависть и изгнание. How wonderful it is to be young and to know that all doors are wide open before you. Нет, нихуя не буду. О, это наша штука. А у меня очень видно, что на троих. Тише.
Конечно, они к Черненко на собрание пошли. Давай! Я думаю, что он не искал этого общества дна. Так сложилось, знаете, он тогда был без документов, без места в жизни. А там, где он работал, где он жил, он нашел себе это место. Там не требовали ни трудовой книжки, ни военного билета. Приходи, работай, получай свои деньги, выпивай и ложись спать. Мне на свете все равно, мне все равно, что я говно, что пью паскудное вино, без примеси чего другого. Когда его выгнали из очередного пединститута, он опять приехал, и я его устроил к себе на кабельные работы. Где вы работали и что вы делали? Мы объездили полстраны, вот, тянули кабель, перетягивали его, потом вытаскивали снова, потому что он замокал, и так до бесконечности, так в течение 10 лет примерно. Читали, допили, больше мы ничего не делали. Free of shame and needless care, we lived a purely spiritual life. I broadened their outlook to the best of my ability, and they loved to have it broadened. And when they found out what Pushkin had died of, I gave them The Nightingale Garden, Bloch's epic poem, to read. There, central to the work, that is, of course, if you ignore all the fragrant shoulders and dim mists and pink lovers and flimsy raiments, there at the heart of the poem is a lyrical figure thrown out of work for drunkenness, whoring and absenteeism. I said to them, this is a very modern work. You will derive great benefit from reading it. They read it, but oddly enough the poem had an adverse effect on them. All the eau de cologne water freshness disappeared from the shops. God knows why, but poker was forgotten, vermouth was forgotten, cognac at the Sheremetyevo International Airport was forgotten, and freshness was victorious. Everyone drank freshness and nothing else. And that was when it hit me. I had been a completely useless idiot. Had I looked into the souls of these parasites? Had I probed their murky depths? Did I know the dialectic of the hearts of those dimwits? And had I known it, I would have understood the common factor between the Nightingale Garden and freshness. And that was when I introduced my world-famous personal work graph, for which I was eventually sacked. Along the horizontal axis, I plot the working days of a given month, and along the vertical axis, the amount of drink consumed, expressed in grams of pure alcohol. Naturally, the quantities consumed after work would present a constant and are of little scientific value. At the end of the month, my workers would come to me and report, on such and such a day I drank this much, and on such and such a day I drank that much. Here, for example, is the personal graph of Viktor Pietushki, a Komsomol member. And this one belongs to Alexei Blindyayev, a party member since '36, a total dickhead. And this one belongs to yours truly, ex-foreman of the rigours of the Planning and Transport Administration, author of the epic Moscow Pietushki. The first shows the Himalayas, the Baku oil fields and the top of the Kremlin wall. Next, the pre-dawn ripples on the river Kama, the quiet pluck of the waves reflecting the lights of the boats. And now the proud heartbeat, the stormy petrel's cry, the tidal wave. These lines spill the beans about a man and his heart. They revealed all, his strengths, sexual and practical, and his weaknesses, practical and sexual. His mind, his capacity for betrayal. They gave away the secrets of his subconscious, if such secrets existed. Он их писал на станции железнодорожной в вагончике. Когда все уехали в отпуск, он там остался сторожить и сидел, писал. Я к нему, когда приехал, услышал только смех, интерес, захожу, смотрю, сидит Ерофеев и пишет. И смеется, да. Я ему сказал, ну хватит хохотать, Ерофеичек, уже пора и серьезным делом заниматься. А у тебя что, Вадимчик, он меня спрашивает? Я говорю, у меня идея есть. Какая идея? Я говорю, надо выпить. Ну как тут не прийти в отчаяние, как не писать о мужике, как не спасать его, как от отчаяния не запить. Социал-демократ пишет, и пьет, как пишет. А мужик не читает и пьет, не читает. И вы смотрите, что получается. Мрак невежества все сгущается,
И обнищание растет абсолютно. Вы Маркса читали? Абсолютно. Другими словами, пьют все больше и больше. Пропорционально возрастает отчаяние социал-демократа. И тут уже не Лафит, не Клико. Те еще хоть как-то добудились Герцена. А теперь вся мыслящая Россия, тоскуя о мужике, пьет, не просыпаясь. Очень смешно, чрезвычайно смешно. Чародеи очень шутить любят. Правда, никому трагизма не обнаружили. Они, смотрю, вообще ничего не обнаружили. Камал. Лет 8 или 10 мы жили в тупиках. Вот когда Вадя нас не привечал, бывали такие случаи, когда уже его жена утомлялась от нас с Веней, потому что комнатка была маленькая, и в комнатке стоял только небольшой диван и рояль. И места совершенно больше не было, мы спали под роялем вместе с Веней. А когда надоедали его жене, и даже ему иногда надоедали, то приходилось садиться в электричку и просто-таки вот ехать по старому любимому маршруту до Петушков. А потом последний поезд загоняли в тупик. И так в тупиках вот приходилось жить и год, и два, и три, может быть, лет 8. Просыпались рано утром и начинали сразу же говорить, кому бежать в магазин. И тогда мы устроили конкурс. Кто прочтет без запинки стихотворения различных русских поэтов. Скажем, я читаю Кольцова, или Венечка читает своего любимого Кольцова. Я читаю, там, скажем, Брюсова, там, Гумилева, Ахматову. И читаем. То есть, если кто-то запнется или ошибется в какой-то строке, то тогда немедленно должен был бежать в магазин и принести вина. Даже дома говорили о литературе там. Ну, таким образом мы и говорили о литературе. Вот, здесь хранятся его рукописи, вот в полном смысле слова рукописи. То есть он действительно писал не за рабочим столом, а писал, ну, всегда и всюду. То есть эти его скитания, это же не жизнь, это скитания. Мотаться там из угла в угол, из города в город, с лавки на лавку. И тем не менее не отрывать пера от бумаги, в общем-то. Эти записные книжки, он же их, ну, это его сердце. Все, что он видел, все, что он читал, о чем он думал, о чем он чувствовал, он все записывал. А тоже, когда пил много, писал? Всегда писал, то есть... Но дело в том, что он пил много, но это странное было для него занятие, потому что ведь он же... Ну что, в нашем понятии пил, это значит терял голову. А ведь с Ерофеевым это не произошло. Он потерял голос, он потерял там, ну, я не знаю, можно сказать, счастье в жизни, но он голову не потерял. Когда он никак не мог кончить Вальпургиевую ночь, но его друзья пришли к нему, сказали, ну давай, Ерофеич, хватит заниматься ерундой, давай доканчивать Вальпургиевую ночь, потому что нужно же продолжать все-таки традиции писательские. Больше что, в России больше некому писать. Давай, пиши. Вот. Ну, принесли ему водки, и за каждую страничку ему наливали стакан. Осторожно. And we all drank with our heads tossed back like pianists. And then the rustling and lip-smacking began. It was as if the pianists who drank anything had drunk everything, and drowning in hair had started to play Liszt Forest Rumours in C-sharp minor. I read in Bunyan that ginger-haired people always go red when they have a drink. So what? Don't you see? Kuplin and Gorky were never sober. Fine, so what? Don't you see? Do you know what Chekhov said on his deathbed just before he died? First he said, Ishterba, which means I'm dying. And then he added, let's have some champagne. And then, but only then, he died. With Schiller, it wasn't just a question of dying. He couldn't live without champagne. Do you know how he wrote?
He put his feet in ice-cold water, took a glass of champagne, and wrote. He downed one glass, and the first act was finished. 5 glasses later, he had a whole tragedy in 5 acts. And by the way, the Social Democrats, ticket inspector. The call resounded throughout the carriage, exploding in my ear. It's not as if anyone on the Pietushki line is afraid of the ticket inspector. No one has a ticket. It's only the perverts who actually go and buy a ticket, who feel uncomfortable at the sight of the ticket inspector. When he shows his ticket, the pervert doesn't look straight at anybody. Not at the inspector, not at the other passengers. He just wants the ground to swallow him up. Chief Inspector Semyonovich abolished all fines and reservations, and instead, he just demanded 1 gram of vodka per kilometer from those who had no ticket. Everywhere else in Russia, you have to pay inspectors a kopeck per kilometer. That is nearly twice as much as Semyonovich charged. So, for example, someone traveling from Chuklinka to Usad, a distance of 90 kilometers, would give Semyonovich 90 grams of vodka. Then he was free to travel in peace, spread out all over the seat like a traveling salesman. Semyonovich's reforms strengthened the links between the inspector and the masses. They made the link cheaper, simpler, and more humane. Производим порядка 8 миллионов декалитров. Мы самый крупный завод в мире. Значит, мы здесь выпускаем водки столичная, московская, русская, пшеничная, сибирская, золотое кольцо, посольское. Сколько стоит производство 1 литра водки? 1 декалитр, если выработки мы пересчитываем все на спирт, то если нам выпустить 1 декалитр, меньше да, рубля. Да. менее рубля обходится. В магазине стоит? В магазине дороже, намного дороже. У нас стоит литр водки 20 рублей. Сними еще раз, да? Монет. Самое главное, чтобы водка была на продаже. Еще раз, монет. Это его право, кто к нему может ходить. Мы это запретить не можем. Кто хочет, тот к нему и ходит. И по сих пор ходит, кто хочет. Да. А сегодня у него будет... День рождения. Да. Да, вот. Мы не знали. Тогда я с Веньком пойду, пускай бутылку ставит. Бутылку он тебе поставит, не волнуйся. Ты его осуждаешь, и тебе бутылку поставит. За его здоровье как можно дольше. Он чувствует то, что мы перестаем чувствовать. Вот страх перед смертью, перед взрослением, перед переменами. Без этого наркоза, который он имеет, ему трудно жить. Мне не кажется, что он получает от этого какой-то там, как у нас сейчас говорят, кайф, какой-то там уж очень приподнятое радостное настроение. Нет, просто без этого трудно ему. Не уходи, не уходи, вас только любви дождется. Видишь, красивый грудь. Не горит моей груди. У нас читали уничтожено, у нас часов нет. У нас только имена. Ну это мои And then everything went hazy. If you were to say that there was a fog, I think I'd agree. It was foggy. But if you were to say that there was no fog, just flames and ice, I might agree with that too. There were flames and ice. First my blood ran cold, ever colder until it froze, and then it started boiling, and then it froze again. I held my head tight, trembling and shuddering, and the carriages started trembling and shuddering too. They had been doing that all along, trembling and shuddering.
The sunset glowed red. Horses tossed their manes. I kept running through the blizzard in the darkness, tearing the doors off their hinges. I knew the Moscow Pietushki train was about to be derailed. Were these the spasms I desired of you, O Pietushki? Who has slaughtered all your birds and trampled down your jasmine? Типичные клинические проявления алкоголизма и алкогольных психозов, которые мы повсеместно наблюдаем у наших пациентов. This is not Pietushki. If he who has left the earth forever and sees everyone and everything, I'm certain he's never looked in this direction. The footsteps behind me were getting nearer, and I didn't have enough breath to run any further. I just staggered to the Kremlin wall and collapsed. They didn't even stop for breath. They leapt at me and started to strangle me with 5 or 6 hands at once. I never knew such pain could exist. I writhed and a thick letter Y spread over my eyes, trembling. I lost consciousness. I haven't come round since, and I never shall. Я навсегда во Франции. Москвы меня воротит, даже не знаю, почему-то в Москве постоянно тянет меня шлепнуть, а здесь я гуляю, как бешеный кобель, кружу по кругам, по сугробам, по лесам, форсирую мелкие и крупные речки. Вы построили Москва Петушки как Евангелие? Я их написал без всякой претензии, как, впрочем, писал и до этого, и после этого. Писал опять же только для ближайших друзей, чтобы их поддержать и немножко опечалить. 80 страниц поддержать, а потом 10 страниц настолько опечалить, чтобы они забыли о... Все ваши книги кончаются ужасом. Титантроник, трагедия, или там испанская трагедия, она кончается полным гибелью всех персонажей, а тут все-таки еще остаются живы кое-кто. И вот я решил исправить эту ошибку. Пьесе, которую я намерен написать вот здесь, вот, лежа вот в этой постельке, никто в живых не останется. Someone once told me that it's very easy to die. All you need to do is to breathe in as deep as you can 40 times consecutively, and then breathe out as many times again. Breathe out everything, then you'll expire. When I die, you will ask me,
How was it over there, good or bad? I will not answer. I look down silent, and my silence will be understood by all those who know the consequences of constant and heavy drinking. For is not the life of man but the soul's momentary sideways glance? We are all in our own way drunk. Some have drunk more, some less. Some laugh at the world, others fall on its chest and cry. What about me? I, who have consumed so much that I can no longer remember how much it was and in what order. I am the soberest man on earth. Why are you silent, the Lord wreathed in blue lighting will ask, and I won't be able to answer. I'll just keep silent.